Дамы и господа, приветствую всех, с вами сэр Холмс, прохожу Tamriel Rebuild, продолжаю. Нахожусь я на пороге усыпальницы Ильви, в которой провел половину предыдущей серии. Черт, наверное, не буду я больше в них лазить, по крайней мере, в ближайшее время точно, в подобные места. Вот, это континентальная часть Моровинда. Тирин, кажется, так называется этот регион. Аскадианские утесы. Последние две серии провел здесь. В планах добраться, наконец, уже до плантации Аран по квесту. То бишь, просто на юг. Я просто отправлюсь на юг. Вот, в общем, осознал я, что подобные вещи вроде лутания, в который раз осознал, рандомных всяких гробниц, пещер, это то, что демотивирует, наскучивает быстро. Вот, еще алхимия. Я как-то показывал вроде бы в серии под названием «Поля Хелнима» в юбилейной 100-й. Какой у меня принцип вообще использования навыка алхимии, то есть каждый компонент пытаться с каждым компонентом сопоставить, что-нибудь сварилось. В этих местах я всех бывал уже в предыдущих эпизодах. Вот, я подумал, что это мне надоело уже, буду таскать только ценные ингредиенты по-настоящему, с которых можно действительно что-то ценное сварить. Пока что это ингредиенты для зелий маны и восстановления здоровья. Все равно, как правило, ингредиенты сами таскать легче, чем зелья. Вот, например, неплохой вариант коммуника и соли. Соли какие? Морозные соли. Я их, кстати, потратил все куда-то. Вот я бестолковый. Ну, соли пустоты тоже сойдут. Коммуника у нас весит 0,1. Соль пустоты весит 0,1. Самое качественное зелье весит 0,25, да? То есть... Все равно выгоднее получается таскать коммунику и в плане финансов, и в плане веса переносимого, чем сами зелья. Так, это у нас что за поселение тут? Какая-то плантация как раз и есть. Вот, просто по дорогам на юга. А это что там в горах такое интересное? Тоже какой-то наблюдательный пункт, похоже. Разбившаяся лодочка. Хотя нет, она на плаву. Интересно. А что тут произошло? Может, я тут найду... Вот эти заборы — это самое злое, что есть в Моровинде вообще. Да, похоже, там утопленник. И даже, похоже, не один. Он долго всплывает. Да уж, в Моровинде сотни метров не пройдешь без каких-нибудь злоключений, приключений. Вот как будто нападение какое-то на лодку это произошло. Так, мне опять же не хочется... с низким запасом сил туда лезть. Кстати, сейчас можно банально что-нибудь на восстановление запаса сил приготовить. И что забавно, у меня не так уж много вариантов. Вот вообще соленый рис, он... тут древк.
Попробовать, может, его в камень душ заточить. Да, давай, иди сюда. Ну, конечно. Куда же без рыбы? Ну. Зараза. Успел меня потюкать. Так, куда он поймался у нас? Большой камень душ. Да, надо, кстати, перезарядить. Надо заняться. Дрелгом. Лучником скелетом. Не очень удачно, опять же, получается. Так, смотрите-ка, что у нас там. Скелеты. Тут такое впечатление, что... Мне казалось, что где-то здесь еще видел. Тело. Хотя, может быть, это дрелк и был. А, смотрите, это еще одна шопая пещера. Чуть не задохнулся. И вы не поверите. Мне хочется эту пещеру исследовать. Выглядит интересно, потому что... Салрим... Хелсери. Надо запомнить, это может... А, кстати, журнал обновлен. Мацт. Жемчугаю. Там в реке. Надо, наверное, кому-то сообщить об этом. Да, и я тут же... буду непоследовательным и сделаю то, чего делать не хотел, в принципе. Где там моя природная сила? Полезу исследовать... пещеру. Ну, эта пещера интереснее тем, что она подводная. Подводный грот. Маларнуби. Кстати, такое какое-то, опять же, как будто бы деодрическое название. Не внушает доверия все. И сейчас я сожалею, что у меня нет зелий подводного дыхания. Ну, вроде бы из грибов каких-то можно что-то такое сварить. 5 черепов. Для бога черепов, да? Это что я взял? Дротик какой-то? А, болт. Не, болт верни себе. О. Кираса. Угу, тут можно вдохнуть воды. Тут даже стрелочки какие-то нарисованы. Стальные ботинки. Как-то ничего не находится в этих. На ракушках. Что это вообще за место? Дрелк тут жил этот, может быть. Так, это я вернулся, да, похоже? А, нет. Тут и не был еще. О, ну вот. Я точно помру сейчас.
Лекарские зелья. Она ведь ненадолго мне поможет, на 15 секунд всего. Так, это что там? Адамантиновый длинный меч. Надо запомнить, что он там есть. О, ну действительно, да, доэдрическое название. Здорово. Интересно. Это Азура, да? Я все вспоминаю комментарий к одному из видео, кто-то из вас оставлял, что Азура же добрый доэдра. О, кстати, возможно, из этих штук можно сварить зелье еще, дыхание под водой. Вроде из жемчуга можно. Жемчуг и с какими-то грибочками смешать. Так, я что-то немного тут... Глаза разбегаются у меня. Так, вот у нас вход. Сломанные залы. Ну, думаю, отсюда можно на левитацию, если что. Обратно плыть не обязательно. Это уже другая какая-то локация. Внутренняя. Другой экстерьер. Еще? Да. Есть где разгуляться. Возможно, из этого можно сварить. Ну, вряд ли. Так, окей. Блин, ну красиво как, а сделали. Интересно, сообразили. Значит, это не Дрёук там безобразничал, да? Ну-ка, попробую-ка я... Нет. Отказывается открываться в этот час. Надо, видимо, на... Сколько сейчас времени? Даск это у нас закат. Тут есть еще рассвет. Но он тоже, наверное, не откроется, да? Я просто в полдень пришел, ни к селу, ни к городу. Забавно, интересно, смотрите, новые механики прям. Я с таким еще в Моровинде не встречался. Чтоб в определенный час только открывались локации. Вот сюда наверняка я смогу пролезть. Да, сюда я могу. И тут мрачненько, довольно мрачненько. Слышь? Азура же добрый доэдра. О, действительно, смотри. Ты не из наших. Но мы к тебе как бы нормально относимся. Ты не приветствуешься здесь. Пусть Азура раскрасит твое сердце сияющими красками, пилигрим. Присоединяйся к нам. Ты кто? Я Гандас Малуви, скромный слуга Азуры.
Это наше святилище. Убежище от всякого зла внешнего мира. Ты, похоже, призрак. Человек или мир должен быть мертвым, чтобы быть призраком. И тем не менее, я все еще здесь, служу леди Азуре. Поэтому я не могу быть мертвым. Иди по пути благословения и не лги, Холмс. Вот это поворот. Дружественные служители доброго Даэдра. Доброй Даэдры. Даэдра Азуры. Проблемы с формулировками. Причем призраки, да? Ну, я не удивлюсь, если здесь будут. Какие-нибудь враждебные существа. Вот это, скорее всего, тоже дружественный пилигрим. Тоже похоже на призрака. You flatter me with your attention, Outlander. То же самое. Ну, вообще, похоже, те все скелеты, которых я обнаружил в проходе, да, в этом подводном. Вот, наверное, они и есть, как было в Хаолане. О, смотрите, что тут интересно. Вампир зливый лек. Это я прочитал. Святые ягодки. О. Так, хамелеон. Бахнем хамелеона. Чё добру пропадать. Так. Сюда вроде бы ничего не ведет, да? Там нет проходов никаких. Да, знаете, я, наверное, зря убил тех пилигримов, ну или, не знаю, я их счел за культистов, они, может быть, пилигримы были. Вот в том другом святилище, смотри, тут светится даже. Эта местность тебе подходит. Останься с нами и королеву ночного неба. Обними королеву или прими королеву ночного неба. Да пребудешь ты в ее вечной любви. Ну, они все, конечно же, отрицают, что они призраки. А я такой беспардонный такой, всем им заявляю в лицо. Да ты же призрак. Они так терпеливо, как с дурачком со мной. Нет. Чтобы быть призраком, я должен быть мертв. А я все еще служу Азуре, поэтому я не мертв. Так. По-моему, я тут... Нет, я тут еще не был. Очень такие репетативные места. Ну да, вот это вот куда поинтереснее, конечно, чем. Так, тут завал. Ну и все получается. Ладно, здесь все. Надо тогда дождаться заката, потом дождаться рассвета. Надо было хоть рыбки чуть-чуть сушеные сохранить с прошлого эпизода. С позапрошлого, точнее, чтобы тут время не так скучно коротать было, а? Ну, тут, конечно, знаете, классно.
можно и так тут поотдыхать. Без всякого. Так. Это рассвет. Нам нужен закат. Очень уж тут красиво. Вот согласитесь, все-таки разработчики Tamriel Rebuild, они превзошли Bethesda в плане создания красивых локаций. То есть тут, по-моему, куда все красивее, чем в оригинале. Ну, по крайней мере, вот в землях последних релизов. Вот, а тем временем давайте попробуем сварить что-нибудь. Так. Сначала я хочу так пробежаться, посмотреть, есть ли каких-нибудь ингредиентов дыхания под водой. Есть перышко. Опал этот мне очень нужен. Хождение по воде есть. Но это мне не подойдет. Там все затоплено. О! Водная лилия может у нас. Слушайте, это хорошо. Водная лилия. Так. О! Есть. Супер. Такс. Но возможно, как я и говорил, у нас что-то еще может. Грибы какие-то. Либо же... Может, это нет. Вот эти вот. Нет, они не могут. Так, ладно, хорошо. Пока не буду ничего варить. Пока. А, враги поблизости. Да какие враги? Откуда здесь враги? Здесь, что ли, враги? Враги. Там адамантиновый меч еще лежит. Его бы тоже хотелось взять бы. Продать потом. Может, это скальный наездник? О, здесь можно. Мне надо, наверное, 2 часа. Я думаю... Закат у нас начинается в 6 вечера. О, левел-ап! А я и не заметил, что я уже прокачался так. Так, интеллект. У меня было 78 маны. Сейчас, по идее, 80, да, наверное, будет? Давайте, наверное, силу лучше. Но сила воли, конечно, страдает у меня. Вообще такой безвольный. Ну, интеллект, кстати... Ну да, тут получается. Вместимость маны. У нас интеллект за это ответственен. Ловкость, конечно, вообще... Никто не попадет по мне. О! Супер. Дверь открылась. I have a feeling you and I are about to become very close. Не хотелось бы. То же самое говорят. Вот, по-моему, слишком зеленый какой-то. Может, а он особенный? Она. Ну, стой, хватит идти. Так.
Что тут у нас? Преступление трибунала. Похоже на книгу Тамриэль Ребилта. Не припомню, чтобы в оригинале такая была. Это же ересь! Преступление трибунала. Мне теперь стало интересно, каковы отношения у... Нужен закатный ключ. О, закатный ключ нужен. А у кого закат? Надо по карманам пошарить, наверное. Ну, сначала я, конечно, тут исследую все. Потому что больно уж они хорошо ко мне относятся. Не хочется их грабить, поэтому... Так вот, значит, интересно, каковы отношения между почитателями Азуры и трибуналом. Как трибунал вообще относится к добрым Деэдре? Вроде как, по крайней мере, к Азуре они должны были номинально относиться хорошо, хотя бы до тех пор, пока они не стали трибуналом. Так, а что тут у нас происходит? Паралич. Труп. Наверное, одного из них труп. Одной из них. Дреукский шлем. Можно взять. О! А вот он ключ, да? Ну, иди сюда. Сейчас, наверное, что-нибудь случится. Надо быть готовым. Не? Все нормально. О, скилл иллюзии до 49, уж 50 скоро. Ух. Так, пойдем. Босмерки такие. Ни на что не намекают. У меня такое ощущение, что мы станем очень близки. Ой. Внезапно. Так. И, тем не менее, я не могу. А что не так? А! Это ключ рассвета. Да, понятно. Туплю. Рассветный ключ. Мне нужен закатный ключ. Скорее всего, значит, закатный ключ хранится в часовне рассвета. Да, я тут проведу больше времени, чем предполагалось. Кай Касадис меня, наверное, похоронил уже. Не надеется, что я вернусь. Так, а я могу тут у них, кстати, отдохнуть? Да, вообще без проблем. Так. Наверное, до 6 утра. Нет, даже до 5. Пока еще темно. Так, где тут? В какую сторону? В эту. В 5 утра, уже рассвет. Возможно, даже в 4 было бы можно. И тут все так упрятано в скалах, что, вероятно, лучи солнца просто сюда не проникают. Не, сейчас просто так отсюда не выйти, да? Ладно, где мое колечко? Вот, чтобы я побыстрее летал в этом кольце. Было бы вообще прекрасно. Идеально. Не то, не то. Еще раз тормозную левитацию скастовал нечаянно. Вот, ну вот это вот интересно.
Хотя, по сути, тоже выглядит как какой-то рандомный грот, да, изначально, подводный. Такая подводная пещера, правильно сказать. Исцеление болезням. Возьму. Сила телекинез. О! Вот это все можно взять. На продажу, по меньшей мере. Некоторые можно даже использовать. Так. Я пришел отсюда. Да. Отсюда. Вот и каджиты. Интересная скульптура. Да, в общем, какие-то из этих свитков можно будет даже использовать. Good friend, this is an honor. Так мурлычут каджитки. Так. А ты дружелюбная? Айзур Сур, привет. Добро пожаловать в Эмурбалпиту. Я Айзур Сур, назначенный страж этого святилища. Ну или была когда-то. Не знаю, нуждается ли это место все еще в страже. Когда все почитатели, ну, очень мертвы, в общем-то, вполне себе мертвы. Честно говоря, сейчас... А ты разве сам это не заметил? Они все призраки. Они отказываются покинуть это место безотносительно того, чтобы я говорил им. Очевидно, они не всегда были мертвы. Но это было до войны ординаторов из Алмастира. Пока она не пришла сюда. Ну что это за война? Полдюжины из них были облачены в золотую броню, вооружены шипастыми дубинами. Не слушали никаких мольб, как у них это и принято. И они тут устроили ужасный кровавый беспорядок, резню. Меня здесь не было, когда они... Да, хороший страж. Когда они ворвались в это святилище. Когда я прибыла, непоправимый ущерб уже был нанесен. Почитатели все были мертвы, и их неупокоенные души все еще блуждают здесь. Почему, вот, кстати, почему тебя здесь не было, когда надо было защитить почитателей? Так вот к чему мы ведем, да, смертный? Хочешь сказать, что я из меня плохой страж? Знаешь, что случилось с последними смертными, которые пререкались со мной, а? С ординаторами. Я сожгла их, вот что. Поэтому это не лучшее время становиться по другую сторону баррикады. Ладно, ладно. Можно сказать, да, ты плохой стражник. Твоя вина. Ну вот, кстати, да?
Я только поднял вопрос, интересно, какие отношения между почитателями Азуры и храмом, трибуналом, да? Вот мы видим, что они воюют, по сути. И да, мне хочется ее подколоть. Это так-то против законов храма убивать ординаторов. Закон храма? Трибунал? Ну, нет, все-таки храм. Ты пытаешься шутить, смертный? Ординаторы все это начали. Кроме того, храм на меня не имеет власти никакой. Я служу леди Азуре, и только леди Азуре. Ваши законы смертных для меня ничего не значат, я предупреждаю тебя. Я попросту убила кучку фанатиков. Зилот. Вроде это как-то так переводится. И... Ну, как правило, в религиозном смысле. Если добавить парочку твоих костей уже к существующей куче, ничего для меня не будет стоить. Я вообще не хотел на самом деле проявлять неуважение, так что ты не кипятись. Ну что ж, я рада, что мы это уладили. Теперь таинство здесь это то, что нет какой-либо причины, почему ординаторы вообще напали на это святилище. Имур Балпиту. Имур. Есть такая металкор группа. Посвящена Азуре и... Сложный тут довольно язык. В общем, все вот это почитание, которое здесь проповедовалось, и я уверен, ты будешь рад это услышать, в общем-то, было в рамках закона храма. Кто-то, похоже, дал им неверную наводку целенаправленно. А что, если я найду того, кто дал эту неверную наводку? Или выясню, точнее, кто это сделал. Возможно, тогда убитые почитатели наконец-то найдут покой. У меня нет ни единой идеи, кто может стоять за этим злодейством. Но поищи остатки ординаторов для подсказок. Они уже довольно-таки истлели, но, возможно, ты что-нибудь найдешь. И попытайся поговорить с почитателями. Может, что-то еще из них вытянешь. Интересно. Меня не очень почитают среди служителей Азуры, но я справляюсь. Интересно. Поработаем, да, на эту даму. Интересненько, интересненько. Ух. Стеклянный танто. Короткое, кстати, оружие. А на мой все равно круче. Свиток лечения. Вот это полезная вещь. Ох, я надеюсь, сейчас на меня не нападутся. Нет? Нет. Дымящиеся остатки. Спехи им дарил. Труп ординатора. Записка. Очень сильно повреждена огнем, но что-то еще можно прочитать. Видел это собственными глазами. И Мурба, ну это название, очевидно, локации. Это святилище, полно ведьм, которые что-то там
Ересь какую-то несут. Порочат трибунал, видимо. Выступают открыто против учений храма. Практикуют жертвоприношения. Почитают плохих Деэдра. Лучше их уничтожить. Этим я клянусь именем Альмсиви. ЛФ. По крайней мере, я теперь знаю. Ой, бонитовые дубины. Ух. Инициалы. Зачинщика, да? Больше я уже не смогу утащить. Координатора. Так. О-о-о. Так, ну что? Надо что-то выложить. Вот эти вот. Одежду выложу. Всякую. Нет. Нет. Чё никто не нападает на меня? О! Ушел такой. Я прошу прощения за шум. Успел что-то мне сделать, смотри. Урон огнем. Вот засранец. Должна признаться. Мертвые, смертные, по-моему, более надоедливые, чем живые. Чем скорее ты найдешь способ убедить их свалить, тем лучше. О. А тут можно переходить между обоями. А у меня нет ключа вот этого вот. Ну-ка, Каджит, стой. Расскажи мне про это все. Про войну ординаторов. Или это, наверное, не война ординаторов, а военные ординаторы. Они однажды приходили сюда. Приходили с их заостренными клинками и убийственными намерениями. И хотели убить нас. Но леди Азура обратила их в пепел, прежде чем они нанесли нам какой бы то ни было вред. Да, вот что произошло, должно быть. Угу. Бесполезно. Так, ну подожди, мне на самом деле... У меня есть ключ рассвета, мне нужен ключ заката. А тут его нет, что ли, нигде? Может, он заныкан где-то? Вот наверху. Да, я точно уже насобирал 5 проклятых камней из Деэдра внутри, так сказать. Можно тоже сдать будет в гильдию магов старого Венгарда. Ну, друзья, давайте на этом пока закруглимся. Следующий эпизод посвящу этому расследованию, может быть, еще чего успеется. Ну, довольно интересный поворот, да, событий. Вот, с вами был Сэр Холмс, лайки, подписки, Tamriel Rebuild, Morrowind, пока.